реактор взорвался, и все это в город пошло. А что потом произошло? Какие подробности знаешь? Нет, но мне моя учительница показывала видео, где она стоит возле реактора и показывает термометр, где видно, что там уже радиации сильно нет, но вот в Припяти там все туда пошло, вся радиация. Я знаю только то, что там мутировали животные. Люди умирали от лучевой болезни, потом развитие рака и загрязнение территорий. То есть радиоактивное поле очень большое было, считая с самой точки взрыва, и распространилось аж до Киева и до других стран. Некоторые умерли, а некоторые просто пострадали, а потом они переехали по разным странам. Все люди погибли, там осталась радиация, и там опасно очень. Ну, безусловно, трагическое событие для страны, не только для нашей страны. Людям сказали, что их эвакуируют на 3 дня, а эвакуировали на всю жизнь. Двадцать 22 декабря 1983 года, в День энергетика, который отмечался в городе Припять Киевской области Украины с большим размахом, жителям сообщили, что 4-й реактор Чернобыльской атомной электростанции имени Владимира Ильича Ленина был запущен и начал свою работу в штатном режиме. В этот счастливый для многих атомоградцев день никто не мог даже предположить, что через 2 года именно реактор номер 4 станет причиной катастрофы, которая уничтожит весь город. 26 апреля 1986 года после взрыва были обнажены 1600 топливных каналов активной зоны реактора, в результате чего радиация, в 400 раз превышающая количество испускаемого в Хиросиме, попала в свежий воздух украинской ночи. «86 год в Советском Союзе мог стать годом прорывов. Анатолий Карпов и Гарри Каспаров в 3-й раз встретились в финале чемпионата мира по шахматам. Была запущена космическая станция «Мир», а Горбачев с Рейганом сделали очередной шаг к полному прекращению холодной войны. Но первая ассоциация, которая возникает в людских умах, если произнести «Советский Союз 86 год», это Чернобыль. Строительство Чернобыльской атомной электростанции началось в 70-м. Тысячи людей были необходимы для обслуживания, поддержки, испытаний, дальнейшего развития и расширения АЭС. Поэтому в 4 километрах от станции было решено построить город-спутник, который стал образцом современной советской архитектуры. Появились больницы, кинотеатр, гостиница, школа искусств, дворец культуры, 3 бассейна, 15 детских садов. Несмотря на мрачное соседство со сгустком атомной энергии, заключенным в реакторы, Припять по советским меркам выглядела городом будущего. Но в один момент все старания были перечеркнуты мощным взрывом на 4-м блоке атомной электростанции. Через день началась эвакуация населения, и за 13 часов Припять опустела навсегда. Припять была идеальным местом для создания нового футбольного клуба, потому что подавляющее число горожан были талантливыми молодыми сотрудниками, которые были так или иначе связаны с атомной электростанцией. Средний возраст жителей составлял всего 26 лет, и молодым людям был необходим досуг, чтобы проводить свое свободное время. И футбольный клуб, который получил название «Строитель», восполнил эту потребность. Город Припять, я когда-то приехал играть в футбол. Я сам занимался с детства футболом. Мы здесь играли какие-то игры, еще я до службы сюда попал. А после службы мой земляк с Белой Церкви, я сам с Белой Церкви, мой земляк с Белой Церкви пригласил меня сюда, приезжай. Здесь нормальный город, быстро дают квартиры. Дочка моя, которая родилась в Припяти в декабре, 13 декабря, это фотография буквально за какие-то, может, месяц меньше до аварии. Значит, за неделю до аварии чернобыльской я отвез их к своим родителям в Белую Церковь. Таким образом сохранил здоровье своих детей. Случайно так получилось. А сам вернулся назад готовиться к календарной игре. В 1981 году строитель из Припяти продемонстрировал серьезное намерение стать успешным клубом. Команду возглавил Анатолий Шепель, бывший игрок советской сборной и киевского «Динамо».
Чтобы лучше понимать масштаб такого события, это как сейчас Сергей Симак возглавил бы команду из второй лиги. Назначение Шепеля в Припять было прежде всего признаком высоких амбиций клуба. Прекрасный городок. Прекрасный городок, причем мало того, что он выстроен был с такой не экзотической, а эстетической вместе, экзотической все вместе, но городок, который вдохновлял там жить. Я приехал, стал на очередь на двухкомнатную квартиру. Значит, квартиру я не успел получить. Но мы жили в малосемейке, нас устраивало. Вот это наша база обитания. Здесь мы... Выглядит как жилой дом сейчас, да? Ну, в принципе, как жилой дом, да. Около на месте, дом Да. чистенький. Ну, малосемейка. Малосемейка и общий коридор большой. А что значит малосемейка? Малосемейка – это Ну, общий- маленькие квартиры, в смысле? Малосемейка, но есть, допустим, общежитие, есть малосемейка, где семейные жили, а в общежитиях обычно живут, Это разделяли по... живут холостяки, Понятно. да, холостяки, а в малосемейке живут уже люди, которые есть семьи, там ребенок и так далее. Я вернулся сюда где-то числа 4-5 июня 1986 года. Незаконно проник в свою квартиру, разбив стекло, забрал документы, забрал фотографии, забрал сберкнижку. На первом этаже я жил, мне дали там комнатку одну с другой семьей. Ну и что самое интересное, когда ребенок родился, ребенок стоял на улице в коляске, я смотрел телевизор и взял веревочку, протянул от коляски. Если она заплакала, я начал колыхать ее, чтобы не выходить на улицу и не стоять. Вот такие приколы были. Ну, я уже рассказывал, что я сюда проник в квартиру, да, разбил стекло, и приехала охрана, меня чуть не арестовали. Но так как я здесь проживаю, они меня и узнал своего знакомого, меня отпустили, не приняли никаких мер. Вот тут сидела консьержка, а у меня квартира была номер 1, который лифт, оборудование уже куда-то делся. Номер 1 – это вот это вот? Вот это. Вот сидела консьержка, видите, ключики висели, сдавали жильцы. И я жил в этой квартире, это 100%. В этой квартире жил. В этой квартире, да. Вот наша комната. Ну, у нас все было. У нас была софа, у нас был шкаф, у нас был телевизор, у нас был магнитофон. Здесь ковер висел, видите, дырки прибивал. Представляете, сколько лет прошло. У нас была одна комната. Это временно было, временно. И когда меня... Здесь жили вы, ваша супруга и дочка, которая... Да, мы вдвоем и маленькая дочка, которая была уже 4 месяца, передавали. Фотографии лежали вот здесь в шкафу. Я их забрал 4 или 6 или 5 июня 1986 года. Они сюда вернулись, вот, если положить в шкаф, через столько-то лет, представляете? Вот эти фотки, которые припятские, до Припяти, вот, они были все здесь. Потому что я когда уезжал, я их не забирал. Оно все осталось. Я поверил, что мы вернемся через 3 дня назад. И нам так сказали, не берите с собой вещи. Возьмите еду, теплые вещи там на 2-3 дня. И все. Я так и сделал. Оказывается, ушел уже на 34 года и на всю жизнь если ушли. Это общая фотография команды, как раз перед аварией. Есть ребята, которые уже нету с нами, они умерли. Система советского футбола того времени выглядела так. Под высшей, первой и второй лигами располагались многочисленные любительские турниры комитетов физической культуры, которые каждый год боролись за попадание во вторую лигу и возможность играть с командами со всего Союза. В одном из таких турниров начал выступать футбольный клуб «Строитель». Я, как любой футболист, хотел играть, и те условия, которые здесь были, мне понравились. Понравился коллектив, который здесь был, я многих ребят знал. Значит, нормально относились, материальные условия тоже были нормальные. Ну и ставили задачу со временем повыситься в классе и играть по второй лиге. В нашем клубе в «Строителе» было свое футбольное поле, за которым мы ухаживали. Строился новый стадион. Была база, вот этот спортивный комплекс, в котором был и тренажерный зал. Здесь находится, здесь есть и сауна,
На улице есть хоккейная площадка, в которой мы тоже иногда проходили там какие-то тренировки на льду, которые давали какие-то положительные результаты. Ну и, естественно, это манеж. Это здание было очень большое. Для нашей команды оно на зиму просто великолепное. Мы здесь тренировались, готовились. Тут были такие интересные моменты, когда шли с тренировки, брали пиво, которое появилось, и шли туда на песочек и сидели и пили. Потому что очень пить хочется по тренировке. Спрятались от тренировок и сидели и пили. Это когда мы играли в футбол, это с Белой церквой, точно помню, потому что это моя родина. Значит, на фоне 4-го блока, он еще целый. И кажется, прямо со стадиона, прямо с трибун, маленький трибун, видно 4-й блок и всю станцию. К сожалению, болельщики уже никогда не смогут посетить матч футбольного клуба «Строитель» из города Припять. Но представьте, сколько таких турниров проводится на просторах постсоветского пространства Европы. Там есть свои чемпионы, лучшие игроки и страсть. И во всем этом можно участвовать с помощью своего смартфона и мобильного приложения Марафон Бет. Здесь помимо матчей топ-лиг ты найдешь варианты ставок на низшие дивизионы и даже молодежные первенства с одними из самых высоких коэффициентов по рынку. Плюс интуитивный интерфейс, который можно освоить всего за несколько кликов, прозрачность расчета ставок и абсолютная честность в выплате выигрыша. Невиданный футбол рассказывает истории, а Марафон Бет дает возможность к ним прикоснуться. Я в этом зале был в день эвакуации. Мы собирались, должны были сборы, нас, по-моему, около 10 часов, 9 или 10, я сейчас не вспомню, на стадионе. Значит, я поднялся на 9-й этаж на базу, где жили наши ребята. И мне ребята сказали, что взорвалась станция. Но, как обычно, шутки у нас шутят ребята, я не поверил. Я не поверил, мне за руки притащили в окно и показали, смотри, горит блок. Я действительно посмотрел, идет дым, и смотрю разрушение. Вот тогда мне дошло, что действительно случилась авария. А до этого я не верил словам. Одна из страшных примет того времени – это люди с ядерным загаром. Те, кому не повезло схватить большую дозу радиации, удивлялись, почему кожа вдруг стала бурого цвета, даже под одеждой. Все дело в том, что тело уже было повреждено интенсивным излучением. Не все догадывались об опасности, так как в день аварии многие и вовсе специально загорали на крышах и на речке возле АЭС, а солнце только усиливало действие радиации. Первое, что я помню, печальное такое зрелище, до детей увозили в лагеря. Там плакали родители, что куда возят. И, в принципе, никто же не знал, как с этим бороться. И никто не знал, какая дальше перспектива Киева. Потому что по воздуху тут расстояние 90 километров. Паники не было. Ощущения того, что радиация по тебе бьет, не было. Потому что мы не знали, что это такое. Практически не знали. Никто не мог измерить радиацию, у нас не было приборов, кроме специалистов, которые были именно непосредственно на станции. Мы не знали, какой фон, мы могли просто чувствовать какую-то горечь там во рту. Значит, и сами разговоры, и обстановка, которая была, это летал вертолет. Оно, как бы, получается, над городом летает вертолет, уже напряженка. У меня там работал мой друг инженером. И вот он пешком буквально пришел 26 числа, пришел в Киев ко мне на Оболонь. У меня двое парней, мальчишки, 10-11 лет. Он говорит, не выпускай из дома. Я, почему, Вова? И вот он мне рассказал, реально, почти реально, он тоже не знал всех нюансов этого, но говорит, взрыв, и это авария, которая просто так не закончится. Одно из самых загадочных и страшных мест зоны – это Рыжий лес. Когда он был обычным сосновым, то разделял атомную станцию и город Припять. По нему ходили туристы, а местные жители собирали грибы и ягоды. В ночь аварии этот лес первым принял на себя радиоактивный удар. Его накрыло облако из разрушенного реактора. Ветер дул в сторону Припяти, и если бы не этот живой заслон, город получил бы страшную дозу облучения. Сообщили, что будет эвакуация, игры не будет, город закрыли. И сообщили, что все нормально, фонд в пределах нормы. Во время эвакуации, перед эвакуацией, все автобусы с многих областей стояли в очереди вот тут в дороге. И там, где Рыжий лес, они тоже стояли. И не зная о том, сколько они получили там люди, это ужас. Потом эти автобусы приезжали,
в воскресенье нас забирали, уезжали, вывозили и ехали опять по своим паркам. И опять возили людей, вот эти вот грязные, людей откуда приехали. Не зря вот, когда рентген делают, так медперсонал выходит. Это неспроста. Но я начал сравнивать, анализировать, почему выходит. А тут взорвалась станция, и я понял, что очень серьезно. Я просто был немножко спокоен тем, что я отвез своих близких домой. Я понял, что я где-то сберег, возможно, ребенку где-то жизнь или здоровье. Туда добровольцев набирали в Чернобыль. Мой знакомый туда добровольцем уехал. Он это самое на грузовике то ли грузил этот самый радиоактивные отходы, то ли он за рулем был, я так и не понял. То есть, его облучение, он до сих пор лечится. Конечно, это трагедия. Но я считаю, это трагедия подготовленная. Я думаю, что это диверсия была. Чего не думать? 81 год, когда я был в Чернобыле, я видел, как строилось. Это же не сейчас строится. Тогда строилось все серьезно. Ответственность была очень серьезная. Мало того, контролирующих организаций было же миллион. И, в принципе, этот взрыв просто так произойти не мог. К тому же это перед развалом Советского Союза. Почему это решило и развал Советского Союза? Потому что, я думаю, больше половины бюджета Союза тогда вогнали в спасение Чернобыля. Это бассейн. Это не только мы, наша команда здесь обычно восстанавливалась. Сауны, душевые. Тут комната отдыха была. Деревом обшито, видите? Все. Или его кто-то позабирал. Дерево быстрее раньше позабирал кто-то. А здесь когда-то раздевалка была, и раздевались девушки, высшая лига, гандбол. И какие-то пацаны залезли через вот это окошко и поворовали все золото, все деньги. И потом уже заделали этой решеткой. Такое ощущение, что здесь коптили рыбу. Вы поняли? Ликвидаторы. 100%, наверное, коптили рыбу. Тут фотографии есть, где я работал на Чернобыле, на вахтах, на ликвидации аварий, дозиметристом. Стою с дозиметром. Когда работал дозиметристом, то я ходил в маске все время, потому что вот бета-частицы – это пыль и продукты. Я не ел то, что ели, рыбу ловили, я раз поел, помню. Вот такие сама наловили, там щук и так далее, на драча зимой. И они ели. Я старался не есть. Ребята, что вы делаете? Ну, грязь. Оно тут остается, вот там. Вот фотография. Вторая очередь, это 5-й блок. Я руководил бригадой еще по привозке металлических листов для обшивки, для консервации 5-го и 6-го блока. Вот это мы на хоккейной коробке находимся. Вот борты, видите, вот они идут. Мы тут в хоккей играли. И в хоккей, и в футбол. А это уже потом повыносили этот мусор, я не знаю. Вы знаете, я ощущаю ногами, что все-таки хочешь не хочешь, а какая-то радиация где-то есть. Вот ногами ощущаю, не поверите? Кафешка, которая стоит на как говорится, на месте, где разоружались и садились в эти самые в ракеты, которые ездили с Киева в Чернигов. Значит, в основном. Можно было в Киев по реке отсюда уйти. Да, садись здесь, если она едет в Чернигово, садись, билеты есть, поехал. Привет с Припяти, Дося, привет с родины. Я сейчас нахожусь в кафе Припять, и больница, роддом, где ты родилась, вот рядышком буквально. Ты, кстати, тоже была в этом кафешке, мама тебя водила, вместе со мной гуляли здесь. И так что ты была очень маленькая. Ну, естественно, в коляске зашли, там где-то мы что-то попили, там было такое, поминать. Видите, как дочка почувствовала, позвонила мне сюда, на берегу. Кафе «Мороженое» там было, детей водили сюда. Какая-то набережная была, по которой ходили, гуляли. А с той стороны купались. Опираясь на высокие амбиции, строитель Припять нуждался в соответствующей инфраструктуре. И в самые короткие сроки был разработан проект футбольного стадиона на 5000 зрителей. Его назвали «Авангард». Он должен был быть открыт 1 мая 1986 года, но история стадиона закончилась за 5 дней до его открытия. К настоящему времени его главная трибуна погрузилась в природу, нетронута и заброшена, как памятник былому значению великой игры в некогда советском образцовом городе.
На этом стадионе, который строили и хотели открыть до 1 мая, значит, мы должны были играть уже. Я себе представляю, как мы здесь играли бы вторую лигу, к которой мы стремились. Но, к сожалению, мы не смогли ни одной игры сыграть. В последние годы занимали 3-е, 2-е места. Не хватало одного шага. Не хватало инфраструктуры. Что такое инфраструктура, вы знаете, это стадион, это должно быть соответствующие раздевалки, соответствующее поле, качество поля. Ну, должны быть гостиницы, где поселять команды, которые приезжают. Ну, в этом нас, видите, это строили, гостиница была, все было, команда была. Это гостиница Полесье, центральная гостиница, она самая большая. В этой гостинице всегда селили футболистов, которые приезжали на календарные игры. Турниры, которые проводили, тоже сюда селили. Здесь были у нас стыковые игры, допустим, переходные игры, там 4 команды. Приезжие приезжали, они здесь жили, они здесь питались в этой гостинице. Но там же мы иногда посещали бары, тут есть бар, есть ресторан, иногда посещали его. Не всегда было свободные места, договаривались с официантами. У нас были футболисты, друзья, которые были на стойке стояли, могли забить место там или еще что-нибудь, потому что не всегда попадешь. Ну, были курьезные случаи, когда кто-то выходил, еле выходил. Вот такое было свободное время. От этого никуда не денешься, это жизнь. Это на том поле, которое заросло, которое не видно вообще. На фоне домов, вот это маленькие трибунки там. Вот такая дорожка беговая, гранат-сев. Это тоже где-то... Ну, это 83-й год, это не перед аварией, это 83-й год. Для поклонников футбола вид стадиона «Авангард» может стать по-настоящему болезненным. Он словно последний герой фантастического фильма, который пытается выжить в постапокалиптическом мире. Здесь никогда не звучало свистка арбитра, в сетку ворот не влетало ни одного мяча, а трибуны никогда не заполнялись зрителями. Сейчас только с высоты птичьего полета можно различить контуры футбольного поля и беговых дорожек. Деревянные скамейки сгнили, и все вокруг заросло деревьями. Шум ветра и щебетание птиц, которых с уходом людей тут развелось невероятно много, делают это место еще более сюрреалистичным. Здесь навсегда останется похороненным футбольное прошлое Припяти с его надеждами, победами и поражениями, любовью болельщиков и страстью игроков. В дни самой катастрофы высшее руководство страны предпочло скрыть факт аварии, недооценив всю серьезность произошедшего. Буквально на следующий день после взрыва реактора здесь, на Олимпийском стадионе, тогда он еще назывался Республиканским, находящимся всего в 100 километрах от Чернобыля, состоялось советское супердерби «Спартак» против киевского «Динамо». На трибунах за ходом принципиального матча следили 82 тысячи человек, и вряд ли кто-то из них догадывался, какой радиационный фон был на тот момент в городе. 27-го был матч на этом стадионе со «Спартаком», принципиальная встреча, интересная, весенняя. Полно народу. Как-то люди не воспринимали это. Ехали на игру со «Спартаком», чемпионат СССР. Вот, и в автобусе начались разговоры, что проблема, взрыв, все такое, загорелось. Но насколько это серьезно, никто не знал. А в это время ветер, изменяя свое направление, нес радиоактивную воздушную массу в Киев. Уже 27 апреля, в день матча, в некоторых домах на северных окраинах города можно было зафиксировать от 3 до 5 миллирентген в час. Усугубляли ситуацию грузовые автомобили, которые в первые дни после аварии ехали из Чернобыля по обычным дорогам, развозя радиоактивную пыль. В некоторых местах в городе дозиметры буквально зашкаливали. Позже, уже в 1988 году, будет принято решение заново отштукатурить все здания на Крещатике, потому что радионуклиды плотно впитались в стены домов. Никто реально еще опасности это не осознавал. Даже я пришел мой товарищ, который специалист, и я видел, в каком он состоянии. Тоже как-то думалось, мало ли что. Первое краткое официальное сообщение о ЧП было передано 28 апреля. Как потом объяснял Михаил Горбачев, спортивные мероприятия и праздничные первомайские демонстрации в Киеве и в других городах решили не отменять, из-за того, что руководство страны не обладало полной картиной случившегося и опасалось паники. Люди с шариками и гвоздиками
гуляли под радиоактивным дождем. Вот это утаивание и вот эта односторонняя коммуникация, то есть только так, как партия сказала, вот оно и нанесло страшный вред, конечно же. Было 100 тысяч, полный стадион был. Вот игра, это была игра последняя игра перед финалом Кубка Кубков. Вот она нам удалась в плане игры. То есть, то, что заполняемость стадиона была на 100%, это да. Если бы мы знали в начале, то, наверное, не было бы и футболисты «Спартака», и футболисты Киевского «Динамо», и тысячи зрителей здесь, на НСК Олимпийском, они бы не были подвержены. Вот уже тогда была радиация над Киевом. Еще один более важный матч предстоял Киевскому «Динамо» через 5 дней после игры со «Спартаком». В Лионе на стадионе Жерлана они встречались с мадридским «Атлетико» в финале Кубка Кубков. Ничего не подозревающие футболисты прилетели во Францию, где на них набросились сотни репортеров. Киевляне думали, что эта предстоящая игра вызвала такой ажиотаж. Но журналистов волновал лишь один вопрос. Что произошло в Чернобыле? Меня встречал Олег Максименко, мы в очень хороших приятельских отношениях были. Он тогда был корреспондент ЦТ в Париже. И я вижу у него несколько газет, вот толстушек таких с картами. Он подошел, поздоровался с Лобановским, и потом мне говорит: слушай, старик, вот смотри, газеты. Я когда увидел карту загрязнений, вот первое, что увидел, там пока там багаж и все такое. И я подошел к Васильевичу Лобановскому, говорю: вот такая беда, ты разбирайся. А журналистов было уже много. И уже у некоторых, я уже понимал, что это вот, пришел мой товарищ, у него дозиметр был. И вот они с дозиметрами, думаю, это не просто так. Когда в Лион прилетели, это было, мы через Москву летели, вот, мы туда прилетели в Париж, потом нам там встретили, потом мы добирались в Лион, вот, там журналисты, значит, у всех один и тот же вопрос, что у вас там Чернобыль, все остальное, это, мы говорим, это ничего страшного, все нормально, обычная авария, то есть руководство справится. Пытались уйти от прямых вопросов, и там отряд журналистов был такой, такие симпатичные девушки, для того, чтобы ребят как-то расшевелить. Во-первых, многие ребята вообще не знали, о чем идет речь. Лобановский верил еще в партию и правительство, и говорил, что авария, это ничего страшного. Газеты были при мне, и никуда не денешься от этого. Даже не зная французского, ты видишь эти карты. Все-таки Лобановский очень переживал, уже чувствуя это. И в день матча он мне говорит: поехали в центр Лиона. Вижу такого с ним. Мы выехали туда и сразу напоролись метрах в 200 от нас уже идет колонна с флагами Атлетико, испанцев 5,000. Весь бульвар забит, и нам пришлось с ним, его не узнать было трудно, поэтому чем бы это все закончилось, не знаю. Мы вскочили в какой-то кинотеатр и тупо вот так смотрели какой-то фильм. Валентин Щербачев вел прямой репортаж из Франции. Начал с того, что рассказал на всю страну об аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Это стало большим сюрпризом для жителей Советского Союза, а руководители Гостелерадио были шокированы такой самодеятельностью. На следующий день, когда игру транслировали в повторе, стартового комментария Щербачева там уже не оказалось. Прямой репортаж. Ночь у нас, тут еще по времени есть разница, но тем не менее весь Советский Союз смотрит, миллионы людей смотрят. И редактор мне в наушнике, а я уже, это же прямой репортаж, я ответить не могу. Я слышу слова: ты что делаешь? А делаю то, что делаю, уже все. Это стадион Жерлан, Лион. Финал Кубка обладателей Кубков европейских стран. Атлетико Мадрид, Динамо Киев. Да, вы знаете, пожалуй, в истории кубковых поединков на европейской арене впервые мы встречаемся с тем, что одна из команд переживает трагедию своей страны. Весь мир с тревогой смотрит на Украину, раненую Чернобыльской аварией. Здесь, во Франции, все газеты печатают карты загрязнения Украины, России, Беларуси. Здесь, во Франции, каждый телеканал показывает по несколько раз то, что происходит в Чернобыле. И вот поэтому сегодня на предматчевой установке было решено поднять оптимизм своих земляков. Наказали меня тем, что я не поехал со сборной на чемпионат мира.
Но это не страшно, главное, информацию я донес. И самое главное, что, в принципе, после этого матча ничего не оставалось, как сборную создать на основе киевского «Динамо». После этой игры уехали в Париж, переночевали, на следующий день прилетели в Москву. В Париже задержка рейса была. С чем тогда говорили, то есть просто задержали рейс, с чем связано, не знали, потом сказали, вроде бы там заминирован он был. В Москве никто не счел нужным из руководителей даже Госкомспорта тратить свое время на то, чтобы встречать команду, которая, в принципе, очень сильно выступила и для советского спорта и футбола принесла очень солидный приз. Мы выходим в Шереметьево, вечер уже где-то часов после 22. И только пассажиры. Но пассажиры узнают Лобановского, видят, Паша Яковенко несет этот кубок кубков. И бросаются уже девушки, взрослые, в общем-то, мужчины. Кто понимает, что это такое. Потом приходит какая-то такая, знаете, лаз, которому уже в ту субботу было, наверное, лет 40. Дребезжащее что-то такое. И параллельно приходит довольно новый тоже лаз, с которым второй тренер сборной выбегает, чьи-то такое, и перечисляет сборников: все сюда, с нами в Новогорск. Все, а вы, ладно, там как-то. Мы идем в автобус. Я думал, что он по дороге еще до вокзала, он развалится. Он так дребезжал страшно, все. Мы ехали, Лобановский как-то каменное лицо. Мы приехали на ночной поезд белградский, мы сели там. Несмотря на то, что люди уже знали радиация, старались не выходить из домов многие. Перрон был полон болельщиков. Сразу из вагона выходят. Сергей Болтача, у него уже ахилка была порвана. Его на руки, Лобановского на руки. И вся эта толпа с песнями, криками на руках всех вынесли к автобусу «Динамо». После Леона уже тогда начали говорить то, что это самое опасное. То есть улицы мыли, опасно песочницы детей выпускать. То есть, одно за другим. И тогда мы начали понимать, насколько это серьезно. 14 мая 1986 года, спустя 3 недели после трагедии, с телеобращением в лучших советских традициях выступил Михаил Горбачев. Он признал факт серьезной техногенной катастрофы, но ничего не рассказал о действиях партии по ликвидации последствий, ограничившись лишь стандартными фразами типа «худшее удалось предотвратить, все под контролем, создана комиссия, работа будет продолжена». После выступления Горбачева у советских граждан сложилось впечатление, что партия абсолютно не контролирует происходящее. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. На черепе у этого Горбачева, его родимое пятно, я взял, приложил к самым загрязненным районам Чернобыля, все совпадает. Все-таки при Совке было много тайн. Да у нас не было при Совке секса, не было наркомании, не было алкоголизма, ничего не было. Поэтому и это тоже нужно было держать в тайне, поскольку действительно выбросить такую информацию, может быть, все союзная паника. Я иду такой, стрелка, я раз оттуда чекать, ребята, здесь нельзя. Прихожу, партизаны сидят, курят себе лежат, ребята, тут 500 миллионов ген, что вы делаете? А им по барабану, потому что их заставили, их загнали туда. Их нет уже, этих мужиков всех, партизан. Они как роботов загнали в наглую. Конечно, забывать нельзя, но забывать нельзя, кого нельзя забывать. Ясно, строители это творческие дела, но те люди, которые погибали и уродовались там под землей, это уже скотство. Если забывать таких людей, они спасали практически весь мир. Вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции высокие дозы радиации получило более 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке. Загрязнению подверглись территории Австрии, Германии, Италии, Великобритании, Швеции, Финляндии, Норвегии и ряд других стран Западной Европы. Чернобыльская атомная электростанция функционировала еще на протяжении 14 лет после аварии. 15 декабря 2000 года в 13 часов 17 минут по приказу президента Украины последний реактор энергоблока Чернобыльской атомной электростанции был остановлен навсегда.
Футбольный клуб «Строитель» выбыл из сезона 1986 года. Их мечты стать профессиональным клубом были разрушены недостатками советской ядерной системы. Истинное же количество человеческих жертв так и не было установлено. Исследование ООН заявляет о 4000, Гринпис говорит о 200 тысячах. Не стоит также забывать и о косвенных жертвах. Это 50 тысяч жителей Припяти, которые были насильственно переселены. Огромное количество погибших растений, животных, а также токсичные отходы, которые по сей день загрязняют внутренние районы Украины. И это будет продолжаться еще 20 тысяч лет.